Прорыв российской армии в тыл ВСУ. Украинские военные ударили по своим friendly fire на юге страны. Что пошло не так и кто критикует военное командование? Путин призвал вывести войска. Обращение к Киеву и Западу. Озвучен целый список условий. Резкое обращение Лукашенко к Зеленскому. В России и Беларуси намекают на потерю Киевом Одессы. Чего требует Москва? Громкое дело в России. Чиновник против пенсионерки. Как 80-летнюю женщину засудили за ее слова критики и какой вид наказания придумал обиженный глава района. В Узбекистане предлагают доносить на нарушителей за хорошее вознаграждение, а в мире новый тренд – анархия в отношениях. Как молодежь отказывается от традиционных ролей в парах. Об этом и не только, досмотрите. Друзья, всем привет, это «Время Прядко». Коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Нужна ваша поддержка, как всегда, прямо сейчас. Нажмите, пожалуйста, лайк, поделитесь этим видео на своих страницах в соцсетях, а я начинаю. Российский чиновник решил засудить пенсионерку за ее слова критики. В Краснодарском крае новые детали скандала. Глава Приморско-Ахтарского района Бондаренко попытался взыскать с 80-летней пенсионерки Маргариты Белых 300 тысяч рублей за ее резкие комментарии в соцсетях. Женщина писала во ВКонтакте, что глава района лжет постоянно, врет как дышит и верит в свое вранье. Это цитаты. Слова женщины задели чувства чиновника. Он решил защищать честь и достоинство в суде с требованием, чтобы ему выплатили за это 1000 рублей. И еще 300 тысяч как компенсацию за юридические услуги. Суд фактически стал на сторону главы района, однако учел, что пенсионерка инвалид третьей группы, вдова и живет только на пенсию в 30 тысяч рублей. И снизил требованиям Бондаренко почти в 4 раза, до 85 тысяч рублей. Теперь 80-летней женщине придется платить за свои слова до конца этого десятилетия. Исходя из этого, суд разрешил пенсионерке выплатить эти 85 тысяч 10 рублей в рассрочку. Так чиновник будет получать по 1500 рублей каждый месяц, вплоть до 2030 года. Заключительный платеж будет равен 1010 рублям. Орбан борется за энергоресурсы Москвы. Премьер Венгрии анонсировал, что уже в пятницу, 27 ноября, готовится торговаться за российскую нефть и газ. Где именно и с кем собирается вести переговоры, венгерский премьер не сказал. Но все прозвучало на фоне появления в СМИ информации о том, что в пятницу Орбан прилетит в Москву. Почти одновременно и Путин дал понять, что ждет Орбана в Москве. В Кремле сообщили, что контакты по поводу визита идут, и Россия готова принимать партнеров даже из Европы. На момент записи выпуска информация о том, что Орбан вылетел из Будапешта в Москву, не было. Напомню также, что в прошлом месяце в мире обсуждали вероятную встречу Трампа и Путина в Будапеште, однако она не состоялась. Американцы ввели санкции. У меня было две задачи. Первая – добиться, чтобы Венгрия была освобождена от американских санкций. Я это сделал. Вторая – теперь мне нужно обеспечить, чтобы у нас была нефть. Не просто документы и разрешения. Ресурсы, нефть и газ. В ближайшие дни и завтра я буду вести переговоры об этом. Надеюсь, успешно. И тогда у нас будет нефть. И у нас будет освобождение от санкций. Что означает, что российская нефть и газ продолжат поступать в Венгрию. Европа готовит России зеркальный удар. Об этом пишет издание «Политико», уточняя, что это удар в ответ на растущие гибридные атаки со стороны Москвы. Теперь в Брюсселе и столицах ЕС звучит иной тон, пишут авторы материала, вспоминая о дронах над аэропортами и военными базами ЕС, взрывах на ЖД-дорогах, поджогах и других диверсиях, в которых европейские лидеры обвиняют силы РФ. Издание уточняет, что идеи Европы таковы. Страны обсуждают совместные киберудары по России, молниеносное публичное обвинение Кремля в гибридных атаках, внезапные учения НАТО у российских границ и удары по критическим системам РФ, но не ракетные. В ЕС считают, что Россия переходит границы, а поэтому необходимо отвечать. На практике это может означать кибератаки на объекты, критически важные для российской военной машины, например, особую экономическую зону Алабуга в Республике Татарстан, где производятся дроны «Шахед», а также на энергетику или железнодорожные составы с оружием, говорит политолог и эксперт по гибридным угрозам Филипп Брейка из Польской академии наук. «Мы могли бы атаковать систему и нарушить ее функционирование», — говорит он. Европе также придется придумать, как отвечать на масштабные российские кампании по дезинформации собственными усилиями внутри России. В ЕС, напомню, считают, что Россия в ближайшие годы нападет на одну из стран Союза. В то же время накануне в Москве заявили, что отношения России и Европы находятся в глубочайшем кризисе. И именно Евросоюз ведет подготовку к военному противостоянию с силами Москвы. Основное содержание политики военного строительства стран НАТО и подчинившегося ей Евросоюза состоит в подготовке экономики
инфраструктуры, логистики, общества, военной организации к прямому вооруженному столкновению с Россией. Попытка окружения города, десятки боестолкновений за сутки и брошенные позиции. В Украине заявляют о прорыве российских войск в тыл ВСУ на запорожском направлении и вынужденном отступлении украинских военных. Тяжелая ситуация в районе Гуляйполя. В Киеве признают, ВС РФ воспользовались тем, что одно из подразделений без согласования покинуло позиции. Для сохранения личного состава и более эффективной обороны Гуляйполя проводилось перегруппирование и переформатирование оборонительного построения наших войск. Однако один из подразделений без согласования покинул занимаемые позиции. Тем самым он оголил один из флангов нашей оперативной группировки в этом районе, и личный состав соседнего подразделения остался без прикрытия. Противник, воспользовавшись этой ситуацией и сложными погодными условиями, зашел во фланг силам обороны. Произошло оголение фланга, говорят в ВСУ. Сейчас Украина проводит проверку и уточняет детали того, что привело к потерям. При этом военное командование приняло решение о переброске резервов на тяжелый участок фронта. Мониторинговый канал Deep State при этом пишет о прорыве войск РФ в тыл из-за хаоса, но сейчас ситуация взята под контроль, уверяют аналитики. Однако перед этим ВСУ ударили по своим. Зафиксирован случай дружественного огня. Командование, осознавая развитие ситуации, заранее направило дополнительные силы из 225-го отдельного штурмового полка и одной из механизированных бригад. Эти подразделения оперативно начали выставлять новый рубеж обороны прямо перед Гуляйполем. Из-за самовольного отхода и возникшего хаоса были зафиксированы случаи дружественного огня. После разбора ситуации для поддержки выдвинули группы прикрытия. К сожалению, 5 бойцов из такой группы прикрытия враг вчера взял в плен западнее Зеленого Гая и расстрелял. Россия может пойти на Николаев. Такое заявление сделал генерал-майор ВСУ в отставке. Он раскритиковал военное командование Украины. Они зайдут, захватят Покровск, потом войдут в Днепропетровскую область, потом зайдут, перепрыгнут через Запорожье, пойдут на Запорожье, потом перепрыгнут через реку и захватят обратно Херсон, пойдут на Николаев. Так это будет происходить, к сожалению, при таком руководстве и при таком отношении к войне. На фоне такой ситуации на юге страны внимание вновь приковано и к соседней с Николаевом Одессе. В РФ звучат заявления о том, что город необходимо взять под контроль Москвы. Российские медиа накануне массово публиковали заявление экс-премьера России Степашина. Мне бы, честно говоря, очень хотелось, чтобы Одесса и Николаев были в составе моей страны, но чтобы это было без войны, а добровольно. Я думаю, это следующий этап, сказал Степашин ТАСС, подчеркнув, что в ближайшее время необходимо сосредоточиться на урегулировании конфликта. Напомню о том, что Путин требует Одессу и Николаев все чаще стали говорить с сентября этого года, когда за спиной начальника Генштаба ВС РФ Герасимова появилась карта, на которой Одесская и Николаевская области были обозначены как российские территории. Аналитики считают, так Путин негласно дал понять, какие планы у Москвы. Накануне об Одессе вспомнил и Лукашенко, который резко обратился к Зеленскому. Поэтому подумай, исходя из реальной обстановки, как сохранить то, что у тебя есть. А у тебя есть все, и выход к морю, и Одесса твоя, и Николаев. А этого может не быть в один миг, в одно мгновение. Поэтому надо все взвесить и принять взвешенное решение. И Трамп тут прав, когда он поджимает одну и другую сторону. Россия будет готова к реальным переговорам лишь к концу зимы. Об этом пишет The Economist, уточняя, что именно тогда Путину придется решать вопрос о расширении или не расширении мобилизации. К тому же к этому времени появятся первые данные о последствиях введенных санкций со стороны США, уточняют авторы материала. В публикации западного издания также говорится и о фронте. Далее цитата: «Россия плохо захватывает, но отлично уничтожает». Конец цитаты. На этом фоне многие в Украине скептически относятся к тому, что Путин когда-либо согласится на сделку, при которой Украина выживет. Заставить его на это можно только реальным американским давлением, которого пока нет. Один бывший украинский дипломат считает, что лучший шанс Украины – просто продолжать воевать, не теряя союзников. Переговоры между США, РФ и Украиной могут длиться месяцы, уточняет The Economist. А вот авторы The Atlantic пишут, что эти переговоры могут зайти в тупик, если Путин не пойдет на компромисс. Теперь все зависит от готовности российского президента пойти на компромисс. А именно здесь усилия Трампа по миру до сих пор упирались в стену. Россияне дали понять, что не отступят от своих ключевых требований, тех самых, которые Путин озвучил Трампу еще на августовском саммите на Аляске. Если они не дрогнут, весь этот раунд просто вернет мирный процесс в привычное состояние тупика, и украинцам снова придется ждать передышки от российских атак.
И уже прошла неделя после появления первых публикаций о мирном плане США, но разговоры о нем не утихают, всплывают новые детали. Оказалось, что США не хотели видеть европейцев в переговорном процессе, чтобы не было, далее цитата, «слишком много поваров на одной кухне». Об этом пишет Нью-Йорк Таймс, уточняя, что, например, Мерц узнал о мирном плане Трампа из публикаций в прессе. Вместо того, чтобы услышать о плане от американских официальных лиц, Мерц узнал о нем из новостного заголовка. Его команде пришлось несколько раз выходить на связь, чтобы добиваться телефонного разговора с президентом Трампом в пятницу вечером ради объяснений, рассказали осведомленные чиновники. Накануне Мерц заявил, что лучшей гарантией безопасности для Украины будут ее вооруженные силы. Напомню, что в плане Трампа изначально говорилось о сокращении численности ВСУ. Украине нужны сильные вооруженные силы. И если когда-нибудь будет достигнуто мирное соглашение, над чем мы тоже совместно работаем на европейском уровне, то Украине и дальше будут нужны сильные вооруженные силы и надежные гарантии безопасности от партнеров. Любое соглашение, затрагивающее Европейский Союз, европейские государства в целом или НАТО, требует согласия европейских партнеров или консенсуса внутри Альянса. Европе накануне ответил Путин, вновь повторив, что рисков для ЕС со стороны России нет и нападать никто ни на кого не собирается. Прозвучал и ряд других заявлений. Путин призвал вывести войска, но не России, а Украины с занимаемых территорий. Тогда, по его мнению, будут завершены боевые действия. Если нет, война продолжится. Он также заявил, что никаких проектов мирного договора по Украине не было, был лишь набор вопросов для обсуждения. При этом Кремль готов обсуждать каждый пункт плана по завершению войны. Путин обратился к Западу и к Украине, заявив, что подписывать документы с Зеленским юридически невозможно, а поэтому именно от Запада Россия ожидает определенных гарантий. К тому же Путин говорил о необходимости провести в Украине референдум по территориальным вопросам. Нам нужно, чтобы наши решения были международно признаны основными международными игроками. Вот и все. И это имеет значение. Потому что одно дело решения признаны, так, и, допустим, там определенные территории находятся под российским суверенитетом, и в случае нарушения договоренности это будет нападение на Российскую Федерацию со всеми вытекающими из этого ответными мерами России. Или это будет восприниматься как попытка вернуть законно принадлежащую Украину территорию. Это разные вещи, и поэтому нам, конечно, нужно признание, но не от Украины сегодня. Зеленский же также сделал заявление: Киев продолжит переговоры и не является препятствием к миру. На Банковой уверяют, что еще на этой неделе представители Вашингтона и Киева встретятся для диалога. Упомянул в своем обращении Зеленский и соседей России, в частности Казахстан. Это очевидно для всех в мире. У России не просто самая большая международно признанная территория, она еще и самая неосвоенная и заброшенная. Вся Россия существует ради Москвы и Петербурга, а все остальное у них, если и развалится, никто даже не заметит. Поэтому, когда они хотят еще километры украинской земли, это вообще не про территорию для них. Это про вечную власть для них, про подчинение соседнего народа. И мы четко увидели, что от России нельзя ожидать ничего, кроме уничтожения. И не только мы это увидели. Это увидел каждый в Европе, каждый сосед России. От Финляндии до Казахстана и Японии. И уже вечером 27 ноября после заявления Кремля Украина официально отказала Путину. Глава офиса Зеленского Ермак в интервью The Atlantic заявил: пока Зеленский остается президентом, он не согласится отдавать землю в обмен на мир, и ни один здравомыслящий человек не подпишет документ об отказе от территорий. Это цитата. Украина готова обсуждать исключительно линию разграничения, где именно она должна быть проведена, заявили на Банковой. Итак, друзья, новая порция заявлений, каждый может воспринимать ее по-разному, требования, ультиматумы, компромиссы, проявление гибкости. Что вы думаете о событиях и позициях сторон? Приглашаю в комментарии, оставьте свое мнение, пожалуйста, и не устану ежедневно говорить вам спасибо за вашу поддержку. Ваши замечания, ваш юмор. Я отвечал некоторым из вас, это вдохновляет. Спасибо за каждый лайк и не забывайте подписываться, а также делиться этим видео со своими друзьями. А я продолжаю. Сдал нарушителя, получил вознаграждение. В Узбекистане запускают эко-контроль. В республике появится новая форма народной активности. Теперь каждый желающий сможет заработать, вооружившись смартфоном. Власти объявили: за фото и видеодоказательства экологических нарушений гражданам полагается денежная похвала. Ее размер зависит от суммы штрафа, который выпишут нарушителям. Телефон становится главным инструментом народного надзора. Одни в сети пишут, что это новый вид стукачества, другие уверяют — вынужденная мера.
на фоне того, что творится в Узбекистане, хотя бы с качеством воздуха. Напомню, что за последние несколько месяцев Ташкент неоднократно попадал в топ самых загрязненных городов мира. Воспользовавшись возможностью, Национальный комитет по экологии и изменению климата объявляет: за фото и видеофиксацию фактов экологических нарушений, направленных через систему «Эконазарат», официальные информационные каналы и телеграм-бот гражданину, сообщившему о нарушении, будет выплачиваться вознаграждение в размере 15% от суммы наложенного штрафа. Работа специальной комиссии продолжается, и мы будем оперативно информировать население о проведенных мероприятиях и их результатах. И напоследок о новом виде взаимоотношений. В западных странах стремительно набирает популярность новое явление, так называемая анархия в отношениях, которая полностью меняет представление молодежи о любви и близости. Об этом пишет Independent. Новые исследования показывают, все больше миллениалов и представителей поколения Z отказываются от традиционных романтических моделей – брака, моногамии и жестких ролей партнеров. Вместо этого молодые люди выбирают свободные связи без иерархии, в которых не существует привычных понятий пара, семья или главный партнер. Исследование популярного приложения Field показало, что половина его пользователей уже практикуют такую систему отношений, особенно среди трансгендерных, небинарных и пансексуальных людей. Основательница концепции, шведская исследовательница Анди Нордгрен, подчеркивает, что главное – это свобода, отсутствие давления и взаимная поддержка, а не социальные нормы. По сути, анархия в отношениях предлагает ставить друзей, партнеров и близких людей на равные позиции и самим определять правила, а не следовать ожиданиям общества или семьи. Эксперты отмечают, что многие молодые люди переходят к этому подходу из-за усталости от традиционной модели поведения. На фоне интереса к нетрадиционным отношениям и сопротивления политическим системам, продолжающих выкачивать из земли истощенные ресурсы, подъем анархии отношений выглядит логичным. Многие из нас жаждут новых способов строить связи, таких, которые мы сами определяем и по которым сами прокладываем маршрут. Что думаете о таких подходах и веяниях? Пожалуйста, напишите в комментариях, интересно прочесть ваше мнение. И, друзья, да, всем спасибо за просмотр, хорошего дня, не забудьте поддержать мою работу лайком, подпиской и комментарием. До встречи уже завтра.